Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Я, как обычно, стараюсь знакомить вас с интересными каминами. И на этот раз нам повезло, потому что интерьер уже почти закончен, люди уже заехали в дом, и поэтому камин мы сегодня с вами увидим в таком уже почти обжитом интерьере. Вошли мы на этот объект несколько месяцев назад, здесь еще и близко не было чистовой отделки. Дом построен по каркасной технологии, кругом, в общем-то, дерево, и поэтому к дымоходу тоже были повышенные требования. Но заказчики заложили изначально в проект вентиляционные большие блоки из керамзита. Да, их тоже можно применять в качестве дымохода. Единственное, что обычной гильзой чаще всего там не обойдешься. Обычной гильзой я имею в виду одностенной трубой. И поэтому блок из керамзитобетона мы гильзовали сэндвич трубой. Единственное, что утепление было по сторонам не 5 сантиметров, а 3 или 2,5, я сейчас точно уже не помню. Рядышком вентиляционные каналы. И видите, как обычно прошли мы трубой флюгарку и дымоходный канал подняли выше. Делать это нужно обязательно для того, чтобы вентиляция не забирала в себя дым. Ну, а теперь пойдемте с вами потихонечку в дом. Не удивляйтесь, я буду говорить таким немножко приглушенным голосом. В этом доме есть малыш, он спит на улице, но все равно почему-то боимся все его разбудить. Пойдем. Ну что, вот и сам камин, посмотрите. И когда вы спрашиваете, а можно классический камин, классический портал, то именно вот о таком портале идет речь. Такие порталы изготавливаются чаще всего из натурального камня. В данном случае мы в качестве камня использовали травертин. Выбрали его сами заказчики. Это такой незрелый мрамор с такими пещерами, с очень интересной фактурой. Я покажу обязательно несколько кадров вам сблизи. Эта модель облицовки чаще всего встречается под именем Вашингтон. Может изготавливаться из различных видов мрамора, и могут у этой облицовки меняться также размеры. Чаще всего это зависит от габаритов самой топки. Почти стандартная ситуация. Люди из небольшой квартиры переехали в дом. И кажется, что места здесь очень много. Здесь около 40 квадратных метров. С одной стороны расположена кухня, здесь же расположена столовая. И на одной стене люди расположили и камин, и телевизор. Это частое обращение. Они не всегда хорошо дружат на одной стене. Бывает так, что не хватает ширины стены, и вы иногда просите камин расположить над камином. Здесь, слава богу, мы ушли от этого решения, но если деваться вам некуда, обращайтесь, есть у нас специальный для этого кейс. Итак, сколько места займет камин, давайте посмотрим. Видим с вами, что топка 70 сантиметров по ширине. Это хорошо знакомая нам топка Astov PS700. И, тем не менее, короб имеет такие внушительные габариты. Почему? Потому что каминный портал, как правило, не бывает по габаритам меньше, чем 1,20 м, 1,30 м. Стандартный камин Вашингтон имеет ширину по нижним точкам примерно 1,40 м. И поэтому вот этот короб
имеет ширину аж 1,5 метра и по глубине 60 сантиметров. Глубина определяется, как правило, глубиной самой каминной топки. И если Astov PS700 имеет глубину 52 сантиметра, нам нужно за ней оставить воздушный зазор и оставить зазор на изоляцию стены суммарно где-то 8 сантиметров. Отсюда и получается, что короб 60 сантиметров. Почему я столько внимания уделяю габаритам? Да потому что если бы вы выбрали топку метр по ширине вот в такое помещение, то короб был бы просто гигантским, и вы не увидели бы примерно половины своего телевизора. Сейчас несколько слов для дизайнеров, которые, как обычно, забывают рисовать решетки на каминном коробе. Итак, здесь решеток действительно нет. Часы, картина, все, что хотите, можете повесить здесь. Но здесь на боковых стенках решетки конвекционные есть, и чаще всего они нужны для того, чтобы остужать топку. Внизу решетки забирают холодный воздух из помещения, нагревается этот воздух в коробе и выходит через решетки сверху. На сегодняшний день существует спрос на такие камины, в которых будет гореть живой огонь, но при этом они будут минимально греть помещение. И такие решения современные действительно есть. От чего это зависит? Ну, во-первых, короб самого камина можно построить не из суперизола, а из теплонакопительных материалов. Минимально тогда будет конвекция. Именно этот материал будет принимать на себя большую часть тепла. Не будет такого резкого скачка температуры, когда вы разжигаете топку. И этот материал будет долго, мягко, потихонечку отдавать это тепло в помещение. Ну и второе, очень многое зависит от топки. И если вам действительно не нужно тепло, опять же, не гонитесь за большими габаритами топки. Существуют топки там 70-80, даже метр по ширине, которые дают прекрасную картинку огня, но имеют мощность всего около 7-8 киловатт. Чуть больше часа назад мы растопили камин, и посмотрите, что температура уже аж 28 градусов. И часто такая температура в доме становится некомфортной. Именно поэтому очень много внимания уделяю я размерам и мощности каминных топок. Возможно, кому-то из вас интересно, чем можно отделать портал. Разные способы. Вы можете просто покрасить каминный короб, можете наклеить на него плитку. В данном случае на каминном коробе здесь обои. Да, можно клеить на каминный короб обои. Главное разгрузить этот короб от температуры, сделать все для того, чтобы он не перегревался. Ну, как минимум, нужно обеспечить нормальную вентиляцию этого короба. В данном случае топка всего 7-8 киловатт. Мы установили две решетки стандартного сечения 17×37. На выходе из них будет не более 70 градусов, а значит и сам короб не прогреется больше 50 градусов. Хочу еще заострить ваше внимание, что топки, которые имеют дымосборник, конструктивно они так устроены, что они не могут быть расположены за подлицо вот с этой передней стенкой портала, и, как правило, они вынужденно утоплены внутрь портала, и это дает такую общую глубину камину. Прямо сейчас у нас идет очень интересный проект, где мы устанавливаем стандартную каминную топку, тоже классический портал, но глубина короба получится всего около 15 сантиметров. Ну и давайте расскажу вам про топку Astov PS700. Чаще у меня в обзорах появляется топка Astov PS800. Это не менее популярная модель, просто реже попадает она в какие-то обзоры. Итак, большая популярная топка с очень чистым стеклом. Около 1,5 часов мы уже жгем здесь дрова, но посмотрите, что стекло абсолютно совершенно кристально чистое, его здесь никто не мыл. Накосячил я немножко на этом объекте, когда заказывал топку, то заказал внутреннюю футировку ее шамотом.
И уже когда топка пришла, глянул в договор, а там было указано 3D. Ничего страшного в этом нет, и даже если вы уже заказали футировку, и вам она вдруг не понравилась, а вы хотите ее поменять, то можно это сделать. Именно так мы и поступили, заказали 3D-панели, достали весь шамот из этой топки, это около 100 килограмм, и поставили вот те самые 3D-панели. В 101 раз расскажу вам, почему топки современные пришли на смену старым чугунным коробочкам. Долгое время люди думали, что чугунная печка, чугунная топка – это вечность, это самый классный материал. На самом деле это не так. Чугунные детали внутри топки все равно приходилось менять, от этого никуда не деться. Но чугунные старые топки старого образца, они не очень хорошо регулировались, иначе говоря, были такие немножко дырявые. В несколько мест сразу попадает воздух, а регулировка всего одна. И для того, чтобы отрегулировать горение в топках старого образца, приходилось перекрывать шиберную заслонку. Современные топки, конечно, шибера не имеют и прекрасно регулируются всего одной регулировкой, которая находится вот здесь. Сейчас жарко на улице, и я не смогу разжечь камин слишком ярко, но, поверьте, можно сделать так, что здесь будет факел. 30 градусов в комнате, поэтому делать это просто нецелесообразно. Но я надеюсь, мы с вами увидим, что всего одна единственная ручка может вывести топку и в режим длительного горения и вернуть картинку в обратное положение. Итак, сейчас полностью открыта подача воздуха, и посмотрите, убираю ее, и пламя начинает замедляться, сильно замедляться, и практически потухнет. Прекрасно. Теперь возвращаем обратно. И топка мгновенно разжигается. Может быть, не такая яркая картинка, потому что сейчас очень много света, и всего 2 полена лежит внутри. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что весь воздух в топку поступает через одно единственное отверстие, которое прекрасно регулируется одной ручкой. И дальше уже из этого отверстия воздух распределяется по топке, часть его идет на под, и часть воздуха уходит на стекло. Именно большая часть воздуха приходит на стекло, и благодаря этому оно очень долго остается чистым. Рад был оказаться на этом объекте. Сделали, напомню, мы здесь дымоход, сделали короб, установили, подключили топку, заказали, прорисовали предварительно портал, выбрали камень, установили все, довольны мы, довольны заказчики. Может быть, сейчас они с нами рассчитаются. Рассчитать весь камин под ключ можно у нас в магазине в Москве, можно в нашем же магазине в Санкт-Петербурге и в магазине в Минске. Ну а в какую смету обошелся весь этот камин, Степан знает. Всем счастливо. Пока.